Друзья, всем привет! Сегодня мы готовим азу по-татарски. Это очень вкусное блюдо, которое очень похоже на наше всеми любимое жаркое, но со своими изюминками. Поэтому, если вы любите жаркое, то азу вам еще больше понравится. Сперва возьмите говядину, подбирайте такую часть, которая будет вам максимально нравиться. Чем нежнее мясо, тем быстрее готовится. В отличие от жаркого обычного, мы нарезаем мясо соломкой. Для этого мы сперва нарежем его вот такими крупными ломтиками. А затем эти ломтики разрезаем пополам, так чтобы длина была буквально с полпальца. И режем обязательно поперек волокон. В противном случае, если вы порежете по волокнам, мясо будет долго готовиться и долго оставаться достаточно жестким. Для тех, кто не понял, что такое против волокон, объясняю. Волокна идут вот таким вот образом. Соответственно, вот так резать нельзя. Нужно против волокон. Вот таким вот образом у вас получится правильное мясо. Друзья, а если я даю полезные советы, поставьте мне за это лайк, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, будем общаться, все обсуждать. Это поможет развитию моего канала, и я буду очень безумно вам благодарен. Спасибо. Пока нагревается сковородка, нарежем лук. Лук я беру 2 головки и нарезаю вот такой вот соломкой. Наливаем буквально 3 столовые ложки масла. Мясо 700 грамм, которое мы нарезали соломкой, отправляем жариться. Первоочередная наша задача – запечатать мясо. Поэтому жарим на максимально большом огне, чтобы полностью со всех сторон закрылось и больше не выходил сок. Ой, что-то не открывается. Но есть лайфхак. Ударяем ножом по этой стороне, и баночка открывается очень легко. Берем 150 грамм огурцов, мы их будем нарезать. Чаще всего их берут, натирают на терке, но я хочу ощущать текстуру, поэтому нарежем вот такой вот соломочкой. Хорошенечко обжарили мясо, сока практически нет, есть немножко жидкости. Добавили лук и сейчас все это обжарим с лучком. Мяско прям почти уже тает во рту. Но мы сейчас обжарим с лучком и добавим огурцы. После того, как обжарили буквально 2 минутки лук, он стал чуть мягче. Мы сразу делаем тише огонь, потому что это очень важно. Мы все жарили на большом огне. Теперь, уменьшив огонь, мы немножко обжарим лук, так, чтобы он не хрустел, а был мягкий. Обжарили буквально до золотистой корочки репчатый лук и добавляем томат-пасту. Томат-пасту я добавляю 2,5 столовые ложки. Ставим дальше обжариваться буквально несколько минут. После того, как томат-пасту обжарили буквально 1,5 минуты, добавляем соленый огурчик и заливаем все это овощным или куриным или говяжьим бульоном. Все, что у вас есть под рукой, главное не рыбным. Какая красота. Теперь ставим на медленный огонь, чтобы наше мясо полностью приготовилось. Мне понадобится примерно для такого хорошего мяса буквально еще минут 15 и будет все готово. Возьмем килограмм очищенного картофеля, нарежем его на крупные слайсы, а затем крупными брусочками. Наливаем растительное масло, буквально 3 столовые ложки. Хорошенечко его разогреваем. А теперь добавляем картофель. Картофель обжаривайте отдельно до золотистой корочки. Добавим черного молотого перца. Я использую смесь 5 перцев. Конечно же, добавим соль. Куда ж без нее. Все хорошенечко смешаем. И на медленном огне
дотомим полностью до готовности картофель. То есть картофель готов на 90%. И в конце последний штрих. Всегда чеснок добавляют в свежем, только в свежем и финальном варианте. Что это значит? Технологический процесс приготовления полностью восстановлен. Сейчас мы добавим чеснок и перемешаем полностью все блюдо. Так аромат чеснока никуда не убежит и останется в этом блюде очень ярким и насыщенным. Прям аромат чувствуется фантастически. Блюдо потрясающее. И обратите внимание, в кашу у нас ничего не превратилось. Картофель остался цельными брусочками, мясо осталось соломкой, огурец солененький, целенький. В общем, пушка. Обожаю этот момент. Пробуем. Класс. Мясо тает во рту. Благодаря тому, что мы нарезаем мясо соломкой, оно быстрее готовится, чем большими такими, знаете, кубасиками, которые чаще всего любят использовать для жаркого. Плюс картофель целенький, не разваристый. Хотя, по поводу картофеля, такой, знаете, спорный момент. Может попасться такой картофель, который вы обжарите, он сразу раз и развалился. Поэтому выбирайте хороший картофель, чтобы держал свою форму. Солененький огурчик придает очень приятную пикантность этому блюду. Я вам очень рекомендую попробовать. Вы правда не пожалеете. Вся семья вам скажет огромное спасибо. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока.